Вот, дорогие друзья, мы с вами сплетем вот такую корзиночку. Я расскажу какие-то моменты, как ее сделать. Идея это не моя, идея это наша Светланы. Она является администратором в нашем большом чате. Кстати, подписывайтесь, кто не подписан на наш чат в телеграм-канале. Ссылочка его будет в описании. У нас там есть администратор Светлана Руднева. И она вот такую красоту сплела и поделилась со мной для того, чтобы я сняла этот мастер-класс. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. Так, для того, чтобы создать нашу вот эту картинку, мы начнем с вами с кружочка. Я сложила колечком 3 раза и продела трубочку вокруг. То есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 7 у меня лучиков получилось. Второй круг я прохожу и уже вставляю под петлю вот сюда. Не под стежок, а под петлю, а чисто под петлю. Вот. Дохожу второй круг. Следующий круг я буду проходить уже в петлю. То есть вот сюда. Вот у меня отверстия здесь появились. Поэтому я второй круг и прохожу. Просто продевая в петельку, а не под петлю. И следующий круг я уже прохожу под петлю. То есть получается у меня вот так. Трубочки у меня эти все, как я и говорила, накручены на спицу 1,2, полоса 10 на 30. Не забывайте помечать, где у вас начало первого ряда. У меня первый ряд, вот он получается. Вот. И в следующем ряду я буду добавлять уже петли. Наращиваю, то есть подтягиваю на себя. Обрезаю. Вот такой косой делаю срез. Беру следующую трубочку, капаю в нее клей. И прокручиваю потихонечку. Я сделала свое наращивание. Вот. И теперь в этом ряду я хочу добавить петли. Как я буду добавлять петли? Я буду добавлять петли, просовывая сначала вот под стойку. Одну под стойку. Наращивание придерживаю пока свое. Так как трубочки у меня толстые все, здесь я не буду добавлять вторую трубочку, стойку, ну, рабочую. То есть если бы я плела пятеркой, я бы, наверное, добавила уже вторую трубочку. Но здесь я решила на одинарных сплести. Вот. Так как и показано мастером, который это плел. Еще раз скажу, это Светлана Руднева. Так, и все, теперь я прохожусь следующую. Мне просто здесь уже нарастить надо. И каждый раз я прохожу под стойкой и в петлю. Здесь можно срезать наискосочек. Смотрим, где проходит стойка. И вот так подрезаю. Беру трубочку, капаю в нее клей. Прокручиваю еще движениями. И вот вставляю свою трубочку. Мое наращивание все скрывается. Вот так проплетаю с добавлением петель круг. И
петля в петлю. И на этом у нас будет 1, 2, 3, 4, 5 и как раз 6 рядов всего в круге будет. Поэтому здесь добавляем петли, еще раз проплетаю в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ряд. На этом ряду я добавляю 2 стойки, так как у Светланы все показано. Я беру 2 трубочки и подставляю их. Так как я это делаю, нам нужно подставить, чтобы они не выглядывали из-за стойки. Капаем клея полимерного, вставляем одну с этой стороны, вторую подставляю с этой стороны. И последний ряд 6 я проплетаю трубочками вместе. Вот выскочила. Здесь мягкая очень часть. Надо обрезать мякушку. Еще раз капаю клеем. И подставляю. И проплетаю, делая таким образом здесь ободок. Так, вот я проплела круг. И как закончить? Вот эту среднюю, она у меня длинная стала. Вот эти 2 короткие. Вот эти 2 пойдут у нас в плетение. А вот эту одну я здесь капну клея. И под стойку ее аккуратненько здесь под петлю обрежу, чтобы она у нас выходила красиво. Такая вот у нас штука получается с вами. И дальше мы с вами будем выплетать наши птички. Вот такая вот заготовочка у меня уже получилась вверх. Вот так вот она внутри выглядит. Форму можете придавать любую, особенно когда она влажная, или же можно прогрунтовать ее и придать нужную вам форму. Плела и постепенно увеличивала круги. Но все это я сейчас покажу на нижней части, такой как ножки. Что мы для этого берем? У нас здесь есть стоечка, которая у нас она была 3-я в нашем плетении. Мы ее сейчас нарастим. Так, вот нарастила, подклеила трубочку. И теперь плетем. Захватываем мы вот этот ряд 3-й трубочки и верхнюю. Вот таким образом. И пропускаю сюда рабочую трубочку. Делаю стежок под стойку. Забираю стойку и под стойку. И на еще один стежок хватит. Все то же самое я делала и когда плела верхнюю часть. Так, вторую рабочую трубочку я подклеила поверх и проплетаю ей вот такие вот. Кладу ее над и вставляю ее
между первой рабочей трубочкой, ну, верхней стойкой. То есть вот показываю еще разочек. Сейчас просуну. Вот таким образом. Так прохожу круг. Сейчас пройду круг. На втором кругу покажу, какие уже, как вот такой рисунок уже получается. Вот, дошла до начала. В ту стойку, в которой я подклеивала трубочки, я пропустила трубочку вот сюда, чтобы потом сделать стежок красивый. Одна трубочка у меня идет в одну сторону, я плету, другой плету в другую. А когда прохожу в следующий ряд, я трубочку, стойку вот эту, немножко сдвигаю в сторону. То есть, чтобы она у меня шла не параллельно, а чуток. Наращиваю, чтобы наращивание скрылось за перекрещиванием. То есть вот я ее огибаю, и наращивание будет не видно. Здесь мы проплетаем так же, как и в первом ряду. То есть под 2 ряда. Вот так. Вот сюда проплетаю. Этой трубочкой. Так, сейчас. И второй трубочкой. Здесь мы тоже сейчас сымитируем. Галочку сделаем. Так. Ну и вот здесь мы так просовываем под одну стойку. Вот. И получается у нас вот такие птички. Здесь все подправляем, подтягиваем, чтобы все это красиво смотрелось. Тут я наращиваю, когда просовываю в петлю. То есть, чтобы тоже не видно было наращивания. Вот. Ну и вот таких проплетаю я 3 круга. Ну, соответственно, вверх я плела больше, по-моему, 16 рядов. А здесь проплету 3-4 ряда и покажу, как я заканчиваю. Ну вот такая вот красота у нас уже с вами вырисовывается. Теперь мне надо закончить. Как я заканчиваю? Вот я проплела 4 ряда. Раз, два, три. Нет, смотрим. Раз, два, три. 3 ряда. 3. Ну, я больше не хочу, мне достаточно. Дальше что я делаю? Я подрезаю вот эту трубочку. Вот таким образом. Так. Хвостик этот просовываю под соседнюю петельку. Под соседний треугольничек, так скажем. Вы можете это сделать как-то попроще. Ну, я показываю, как делаю я. От этой рабочей трубочки я протаскиваю
вот сюда, под петлю и вот в эту петлю. Вот таким образом. А вот этой верхней трубочкой я протаскиваю сюда и вот под эту петлю. То есть я ее протаскиваю вот так. И вот этот хвостик и этот хвостик подрезаю. Можно капнуть клея, но при грунтовке это все равно никуда не денется. Все, осталось прогрунтовать, сделать форму, которую вам надо, залакировать и красотой пользоваться.